Всем привет. Работать в году с текстом оказалось не очень удобно, поэтому я сделал плагин. Хочу его продемонстрировать. Сейчас он выключен и настройки всем привычные. Как определить, где у меня используется это поле, где это переменная, переименовать ее, может быть, нельзя, непонятно. Как определить, если метод длинный, где границы между методами, в глаза не бросаются. Можно сделать две строки между ними, но при пролистывании это все равно не очень понятно. Ориентироваться на табуляцию тоже не всегда возможно, потому что ее может просто не быть, а визуально отделить какие-то логические части внутри метода хочется. Вот, поэтому плагин. Включаю плагин и отключаю табуляцию. Так, что поменялось? Поменялась горизонтальная линия для границ методов. Метод очень длинный, ну, в общем, достаточно хорошо методы видно. По крайней мере, бешено не листаем, пока работаем, поэтому так. Вертикальная линия обозначает фактически табуляцию, сменяешься и работает для всего, для любого отступа. Тело функции, тело цикла for. Здесь есть короткая. Сможем что-нибудь добавить, вот она стала длиннее. Открываем D-файлы, там где есть параграфы, тоже нарисуется. Ну, в общем, с этим можно работать, но я не стал пока. Хайлайты переменных. Локальную переменную в классе можно увидеть. Она отображается на вертикальной стороне, сопоставлена с курсором масштаб и подсвечивается здесь. Grid Geometry – это поле класса, поэтому оно используется и там, это видно. Это видно здесь. Переименование переменной. Я могу в одно движение переименовать это поле везде. Есть локальная переменная. Могу переименовать internal state, который используется в разных местах из любого из них. Могу переименовать здесь. Вот куда хочешь переименовать. Если переименование связано с локальным файлом, переменные мы переименуем, как правило, в локальных файлах, то срабатывает undo. Я переименовал их сразу несколько, и я могу это откатить. То же самое с полем класса. Переименовал их несколько, и могу это откатить. И работает хорошо. Переименование функций локально работает точно так же. Если функция у меня вызывается в этом же файле, я могу ее переименовать. Она сразу переименуется в нескольких местах, и я могу это отменить. Переименование функции работает также на свойств нескольких файлов, независимо файл открыт или нет, но undo операция там ломается. Значит, если у меня есть некий юнит, у которого есть функция selected, я могу ее переименовать тоже откуда угодно. И возвращаясь сюда, видно, что оно переименовалось в всех местах. И здесь оно используется. Если я буду отменять, отменяется оно по файлам. Здесь отменяется целиком, и туда нужно пойти, и там отменить целиком. Поэтому отменять кросс-файл переименования не получится. Это можно только вручную переименовать обратно. Есть ограничения, связанные с тем, как работает сам Godot. Точно так же можно переименовать константу и в целом что угодно. Для работы с выделением можно использовать расширяющееся выделение, сужающееся. Значит, если у меня есть блок кода, неважно где, я могу выделить функцию, выделить переменную, выделить целую строку, выделить
весь блок. Есть edge-кейсы, и он, по идее, не должен выделять этот комментарий. Он выделяет блок, выделяет его заголовок, выделяет блок в этом перечислении, в этом матче. Заголовком выделяет весь матч, потом он выделяет дальше и выделяет наконец-то всю функцию. Любой из этих кусочков можно скопировать и перенести куда-нибудь. Если у меня есть длинный if, который я могу выделить, я могу его вытащить и написать для него новую функцию. Точно так же работает shrink selection. Я расширяюсь, затем я сужаюсь обратно. Работает, в принципе, для всего чего угодно. Могут быть edge-кейсы, но стараюсь над этим работать. И последняя фишка, которую хочу показать, это поиск иерархии. Если у меня есть метод где-то в каком-то классе, я хочу знать, где он вызывается. Сейчас в Godot я могу это только поискать, и это все равно не очень репрезентативно, потому что это текст, и удаляется вообще все подряд. Это не то, что мне надо. Здесь есть теперь иерархия, открывается отдельный док, в котором видны вызовы. Значит, дабл-кликом или F4 я могу туда перейти. Значит, этот метод вызывается из какого-то другого метода. Это точно так же можно посмотреть. Здесь пример не репрезентативен, потому что в данном случае это unhandled input самого Godot. И иерархия, ее хватит. Она ограничена, но искусственно, но ее достаточно, потому что она бежит дальше, дальше, дальше. Вот, можно пойти сюда, переименовать, посмотреть окружение. Стандартная функция в Godot – это Command Option, вернуться обратно. В общем, на мой взгляд, таким образом с текстом теперь можно как-то работать. Всем спасибо за внимание.